Помимо лошадиных сил, немаловажной характеристикой двигателя является и крутящий момент, который отвечает за тягу и ускорение. В сегодняшнем выпуске вы увидите 10 мотоциклов, которые обладают просто паровозной тягой. И я думаю, от этих представленных производителями цифр волосы у вас встанут дыбом. И начнем мы сразу с отметки в 200 ньютон-метров. Такой крутящий момент официально развивает электрический мотоцикл Hypersport от канадской компании Demon Motorcycles. Также он выдает и 200 лошадиных сил мощности, а максимальная скорость ограничена на отметке в 322 км в час. Дальность пробега на одной зарядке 323 км по хайвею или 482 по городу, где часто включается система рекуперации при торможениях. Но самая необычная фишка Hypersport — трансформация, которая решает вечную проблему с посадкой прямо на ходу. В памяти можно сохранить различные регулировки высоты лобового стекла, ручек руля, сиденья и подножек и переключаться между ними нажатием кнопки. На девятом месте Lightning LS218. Его электромотор мощностью 150 кВт или 200 лошадиных сил развивает крутящий момент в 218 Нм и способен раскручиваться до 10,5 тысяч оборотов в минуту. Такие показатели не кажутся фантастикой, бензиновые спортбайки давно способны выдавать и больше. Но у электромотора есть одно огромное преимущество над ДВС. Максимальная тяга доступна с самых низов, а не в узком диапазоне высоких оборотов. Благодаря хорошему моменту Lightning LS218 демонстрирует выдающиеся динамические показатели. До сотни он разгоняется около 2 секунд. На восьмом месте бензиновый англичанин Triumph Rocket 3. Его продольный трехцилиндровый двигатель объемом 2,5 литра выдает 167 лошадиных сил максимальной мощности при 6000 оборотов в минуту и 221 ньютон-метр крутящего момента уже при 4000. Благодаря этому, несмотря на вес под 300 кг, эта махина разгоняется от 0 до сотни за 2,7 секунд. Максимальная скорость составляет 230 км в час. На седьмом месте китайский круизер Evoque 6061, который имеет очень впечатляющие характеристики. Приводимый в движение электродвигателем жидкостным охлаждением мощностью 120 кВт или 161 лошадиная сила и крутящим моментом в 250 Нм, Evoque 6061 развивает максимальную скорость до 230 км в час. Согласно заявлению Evoque, этой большой батареи должно хватить до 470 км по городу, а зарядка до 80% занимает 15 минут благодаря специально разработанному программному обеспечению и аппаратной части. На шестом месте расположился Arc Vector, британский мотоцикл, оснащенный электромотором с отдачей 140 лошадиных сил и 397 ньютон-метров. Arc Vector может развивать 200 км в час и разгоняться до сотни за 3 секунды. Питает мотор тяговая батарея Samsung емкостью 16,8 кВт-часа, которую можно зарядить от станции быстрой зарядки всего за полчаса. По утверждению фирмы, запас хода в городе составляет 436 км. Машина весит 220 кг благодаря углепластиковой раме и рычагам передней и задней подвески из того же материала, поэтому ценник просто космический, свыше $100 000. На пятом месте Y2K MTT, единственный разрешенный к дорогам общего пользования мотоцикл, который оснащается газотурбинным двигателем. Он выдает 320 лошадиных сил при 52 тысячах оборотов в минуту и 576 ньютон-метров уже на 2000. Весь вес мотоцикла составляет 227 килограммов, а максимальная скорость 402 км в час.
разгон от 0 до сотни за 1,5 секунды, от 0 до 300 км в час за 15 секунд. Выхлопные газы достигают температуры в 650 градусов и способны расплавить бампер близко стоящего сзади на светофоре автомобиля. Далее у нас идет электрический кафе-рейсер Project Zero от непальской компании Yatri. Мотоцикл построен на решетчатой раме и при весе чуть менее 190 кг он приводится в движение электродвигателем, выдающим всего 64 лошадиные силы, но при этом крутящий момент составляет сумасшедшие 649 ньютон-метров. При этом производитель указал разгон от 0 до 60 км в час за 2,5 секунды, а максимальную скорость 150 км в час. И тут возникает вопрос, а зачем ему такой момент? Открывает тройку лидеров настоящий серийный бензиновый гигант Boss Hoss. Ну а как еще можно посоперничать с электробайками по крутящему моменту? Только объемом. Он в данный момент выпускается в 3 версиях. Самой мощной является Super Sport 454. Она оснащается 7,5-литровым V8, который производит 563 лошадиные силы. Самая мощная оснащается 7,5-литровым V8, который производит 563 лошадиные силы и 738 ньютон-метров крутящего момента. При весе в 484 килограмма от 0 до сотни эта махина разгоняется менее 3 секунд. На втором месте мотоцикл Fuel Flow 1S, проект знаменитого Эрика Бьюэлла. Здесь электромотор расположен прямо в ступице заднего колеса и выдает смешные 48 лошадиных сил максимальной мощности, однако крутящий момент составляет 750 ньютон-метров. Такая тяга позволяет мотоциклу массой 180 кг разгоняться до сотни за 2,7 секунды, при этом максимальная скорость всего 140 км в час. В городском режиме электробайк способен проехать 250 км. Ну и заканчивает выпуск финский мотоцикл Verge TC с интегрированным в колесе электродвигателем, который выдает 107 лошадиных сил максимальной мощности, и вы только вдумайтесь, 1000 ньютон-метров крутящего момента. При этом разгон до сотни заявлен почему-то около 4 секунд, а максимальная скорость составляет всего лишь 180 км в час. Весит электробайк 249 кг, запас хода 300 км. Полная зарядка аккумулятора мощностью 20 кВт-час осуществляется за 4,5 часа. За Verge TC просит от 25 тысяч евро.